Всем привет, с вами Тусолс, и сегодня мы приехали в замок Ветселенес на новое исследование. Мы постараемся понять, здесь есть что-то паранормальное или нет. Проведем, как обычно, парочку экспериментов, ну и посмотрим, что из этого получится. Погнали! Это место может быть все равно как-то связано с Белой Дамой. Ты была все это время с нами? Что это за... Ну что, добро пожаловать на последнюю серию сезона. Если вы не смотрели предыдущие выпуски, обязательно их посмотрите. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Этот замок построен по новым сведениям 1900 год. Да, во всей литературе пишется 1870 год, да, но сам барон эти земли купил только в 1884 году, и поэтому он никак не мог приобрести, построить этот замок и потом только приобрести, потому что этот замок принадлежал только барону фон Хану до 1920 года, до реформы в Латвии, да, и тогда уже тут была и школа, и колхозные времена, и все остальное. Благодаря этому мы сохранились. Да, но еще интересный факт, то, что мы были в Эрбольде. Да. И там тоже Да, и барон вот там, фон да, Ханс. то же самое сидят, просто мы такие, и мы еще и проезжали это место. Так немного символично, что это еще была предпоследняя серия, а это сейчас последняя серия. Как интересно. Давайте Да, пройдем. да, конечно. Здесь на этой фотографии можно видеть самого нашего барона Херберт Валентин Да. фон Ханс и его жена Герда, да? Вы же приехали узнать легенды, да, про наших Да. призраков. Конечно. Ага. А вы, может, уже слышали, что мы больше говорим о белой даме. Чуть-чуть можно это замедлить. Зачитаю сейчас текст. Это то, что мы нашли в интернете. И нас интересует, правда ли это, или, может, частично правда. Рассказывают, что в бывшем баронском доме живут призраки, которые хранят его от разрушения. Иногда в ночь, в полнолуние, в серебряном свете луны на главной башне можно увидеть мужскую фигуру с ружьем. Говорят, это баронский лесник. Строго оглядывает окрестности, смотрит, защищает, чтобы никто в владениях хозяина ничего не делал. Говорят, при жизни этот лесник никому не разрешал собирать в баронском лесу ягоды, грибы, сухой валежник. Не знаю, уточнение такое прям. По другим преданиям и даже рассказам очевидцев, нередко в темных ночных окнах имения вдруг появляется мерцание огоньков свечей. То есть кажется, что кто-то из комнаты в комнату ходит и проверяет, все ли в порядке. Я скажу, что большая часть правды. Действительно, барон здесь жил эпизодами, и у него был, который следил за всем. Завхоз, как бы. Да, получается, в наше время так можно назвать. Он был очень строгий, действительно, не пускали никого. Правда ли? Что по ночам теперь Да, ходят. что по ночам. Рассказывают по-разному. У нас молодежь раньше очень активно участвовала в мероприятиях и оставались даже с ночевкой в замке на... Ай-яй-яй, мы не первые, значит. Да, к сожалению или к счастью. Ну. И рассказывают, что да, именно в полночь есть какие-то звуки, как будто кто-то идет. Именно шаг. Сами они не видели никого, да, освещение тоже, просвет не могу сказать, но именно то, что ходят, есть звук шагов, да, и ни от одного человека это слышали. Но я верю в то, что у нас есть дама, да, белая дама, О, вот это которая интересно. с той функцией, что именно защищает наш замок, да. Почему белая дама? Тут интересный рассказ в том, что можно обратить внимание на эту картину. У нас уже 4 года проходил пленэр, да, и приезжали художники, рисовали наши окрестности, и я каждому рассказываю про наш замок, и мы рассказываем о том, что барон с баронессой было 2 ребенка, 2 сына, и один из сыновей решил пожениться и выбрал девушку из бедной семьи, ну вы понимаете, раньше это было, Да. да, то, что родители против, но молодой барон решил все-таки женюсь. История умалчивает, как они жили, но потом мы делали исследования, и о том, что у него было 2 жены, нигде не говорится. Но когда идет рассказ о том, что вот у барона были дети, и там идет вот имя Герда,
а не первая девушка. И там из хорошей семьи Герда, да. Где пропала вот эта первая жена? Да, вот где и как, мы, честно, не знаем. Были экскурсии некоторые и приезжали, рассказывали, что у них фамилия Хан, и она не брачная, да, как бы она не относится к семейству вот тех, которые наши. Тоже интересно, но все-таки вот эта фамилия и Хан, и наш барон, где-то у него все-таки было две жены, да? И вот здесь картина рассказывается о вот этой счастливой, несчастливой любви, да, то, что барон все-таки выбрал даму, а родители его не поддержали в этом выборе. Но так как барон сам старший, да, отец молодого барона умер здесь, и старший сын умер тоже здесь, и жена умерла, да, получается, что он один из этой семьи остался. И потом их из-за реформы, да, их отправили в Ригу, они уехали, и там у него родились дети, и тогда они покинули Латвию. Поэтому мы не можем утверждать, как и что было. То есть вы думаете, что вот та как раз-таки первая жена, Да. которая исчезла, это она и есть белая дама? Да, но она не сказать, что она несет нам что-то плохое, да. Мне кажется, наоборот, она наш замок защищает, и сейчас у нас происходит бракосочетание, и рождаются новые семьи. Я думаю, если кто-то не по любви женится, да, может как-то это несет что-то последствия, но к нам приезжают все только счастливые и уезжают счастливые. И поэтому белая дама ведет себя тихо, но вообще рассказывали, что баронессе нравилось одеваться в красивые платья и ходить по коридору, да, и поэтому вот она так грациозно порхает здесь и белое платье примеряет. Мы в этом году даже оборудовали небольшую комнату для белой дамы. И все белое, да. Потом мы на втором этаже можем посмотреть. Можем пойти прям туда сейчас. Я когда начала рассказывать, что вы к нам приедете, мне рассказали, что у нас уже что-то похожее было, что приезжали какие-то люди, тоже интересовались призраками, они видели что-то, находили именно вот на проходе, где вот сейчас мы пойдем, сейчас я вам покажу, да. Именно вот в этом проходе, на ступеньке, да, вот что-то тут блеснуло, да, как бы какая-то что-то было. Именно вот в этом месте. Нам привезли фотографии, скорее всего, вот этот человек и есть, который смотрел за замком. Мы его еще нигде не публиковали, да. Ну такое видно. И по нашим источникам фамилия была у него Миллер. Я читал, да. Было такое. Такой достаточно томный мужчина. Ну что, ты готов? У меня даже нет слов. Мы так давно этого не делали, что я уже отвык от этого всего. Я готов, я готов. Че за Ну, я предполагаю, что это, скорее всего, сквозняк. Начало хорошее. В этот раз мы взяли с собой GoPro еще с собой, чтобы, когда я буду с прибором, вот, EMF, если кто не знал, он ловит Ну это да, это дверь. Если кто не знал, он ловит электромагнитные волны, то есть, по сути, если здесь есть кто-то или что-то паранормальное, лампочки должны загореться. И GoPro для того, чтобы, если вы не увидите отсюда это, как лампочки будут гореть, значит, GoPro все запечатлит точно. И еще у нас есть REM-под, который, в принципе, реагирует на что? На физическое прикосновение. То есть, если мы его, допустим, поставим куда-нибудь, если кто-то подойдет и дотронется на антенки, то значит кто-то есть здесь. Я думаю, можно его поставить между этих двух дверей. Вдруг кто-то к нам зайдет, да? Только помни, что не ставь его за этот какого? За порог. За порог, да-да-да. Все, он работает. Тогда включаем запись. Запись пошла. Что, ребятки, мы сейчас будем начинать по традиции задавать вопросики, постепенно пытаться найти ответы на свои вопросы. Да, и мы в свадебном зале. Не знаю, почему мы здесь, но тут просто круто. Почему именно здесь? Потому что мы, скорее всего, предполагаем, что это место может быть все равно как-то связано с белой дамой. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, зажгите эту лампочку, и мы тогда поймем, что вы здесь. Также можно издать какой-нибудь звук, тогда мы поймем, что кто-то хотя бы неподалеку присутствует. Если вы здесь, можете дотронуться до того прибора, который около дверей?
Там будет довольно громкий звук, но он ничего плохого вам не сделает. Подойдите и дотроньтесь до антенки. Или подойдите к этому прибору, если кто нас слышит. Так, ну, вполне вероятно, что у меня нет объяснений. Причем это уже третий раз, но это не норм. Ну, подожди. Может, кто-то хочет зайти? Вы хотите зайти к нам? Мы открыли дверь, заходите. А прикинь, кто-то был, ну, как бы, он стоит за порогом, не может выйти, и он из серии, как, знаешь, типа, толкал дверь, типа, дайте мне войти к вам. Как ты думаешь, Да всё. может быть такое, реально? Я не знаю, ну, может быть, просто, типа, ну, что это может быть, ветер, которого здесь нет? Ну, сквозняк какой-никакой, я не знаю, может, какое-то окно открыто. На самом деле, ребят, важно подметить тот факт, то, что когда мы здесь были, сначала вот сейчас вот днем ходили под вечер, было еще тепло. Когда вот уже пришло время к исследованиям, мы уже здесь мимо проходили, почувствовали, что как-то здесь, ну, похолодало достаточно. Ну, потому что днем все было растоплено. А сейчас Согласен, всё но остыло. может быть и что-то и другое. Я думаю, то, что если это не ветер, скорее всего, она старая, и может она прикалывается. Может кто-то за порогом стоит. Давай, я перешагну порог. Здесь кто-нибудь есть? Подойдите и зажгите эту лампочку, если здесь кто-нибудь есть. Но это камера. Может, она реагирует на движение, типа серии включается тогда. Такой звук ну, может создает. быть, кстати. Никто не хочет подойти ко мне. Опять камера. Вот она, типа, она, скорее всего, выключилась. Можно даже проверить, вот зайди туда. Просто чтобы знать на будущее. Ну, все, теперь это все понятно. Белая дама, ты здесь? Говорят, ты охраняешь это место. Мы уважаем тебя и хотели бы побеседовать с тобой. Мы сегодня приехали сюда ради тебя. Либо же здесь кто-то другой, кого мы не знаем, и кто хочет себя проявить и показать. Может быть, вы подойдете к нам, и мы с вами познакомимся. Но для этого нам нужно, чтобы вы зажгли лампочку на нашем приборе, либо подошли к тому прибору и докоснулись до антенки. Только так мы поймем, что вы тут. Или издайте какой-нибудь звук на счет 3. 1, 2, 3. Не может быть такого, что тут никого нет. Не стесняйтесь. И важно сказать, что, скорее всего, здесь были уже люди, которые хотели с вами поговорить. Это было около 5 лет назад. Возможно, мы вообще последние в этой жизни, в этом мире, кто захочет с вами поговорить. Поэтому, если вы все-таки хотели этого сделать, то зажгите лампочку, пожалуйста. Да, вот, ребята, кстати, тут вот как раз таки картина, поэтому символично здесь попробую позадать вопросы. Белая дама. Может, ты находишься здесь? Безумно красивая картина. Если тебе она нравится тоже, то подойди к прибору и зажги лампочку. Зажги эту лампочку, если тебе не нравится эта картина. Может быть, кто-то здесь помимо белой дамы? Если это так, то зажгите лампочку или подойдите к нашему прибору и дотроньтесь до него.
Может, здесь есть представители мужского пола? Если это так, проявите себя. Покажите, что вы тут. Вы можете подойти вот к этому прибору, который стоит прямо перед нами. Просто подойти к нам поближе. И тогда поймем, что вы с нами, что вы хотите с нами поговорить. Или просто мы поймем ваше присутствие рядом. Существует ли жизнь после смерти? Сильно. Тут еще тише, чем в том зале. Ну, это же самая отдаленная комната. Без всяких дверей скрипущих, без всяких там полов и всякой прочей там темы. Вот и белая комната. Белая дама. Эту комнату сделали специально для тебя. И, может быть, ты здесь обитаешь? И если это так, подойди к нашему прибору и зажги лампочку. Если ты здесь, то докоснись до меня. Просто подойди к моей руке. Или зажги лампочку. Мы только так поймем, что ты здесь. Не стесняйся. Любой присутствующий можете меня потрогать. Сейчас я решил просто по жести пойти. Да. Мы поставили наш другой прибор. Подойдите к нему и докоснитесь до антенки, если вы боитесь докасаться до меня или подойти к этому прибору. Поговаривают, что кого-то можно видеть в окне со свечой, что кто-то ходит по комнатам. Это правда? Зажги лампочку, если да. Белая дама, ты расстроена, что у тебя так в жизни все получилось с фон Ханом? Зажги лампочку, если да. Когда ты сказал про эту вот свечку или огонек, который проходит мимо окон, может быть, это не белая дама, может, это Миллер? Может, это ты ходишь и проверяешь, ли все в порядке? Давай напоследок я открою дверь. Говорят, здесь слышали шаги. Можете пройтись, как в те времена? Если тут будут шаги, их изи услышать. Да? Тут такая тишина. Что делаешь? Ну что, ребят, это наш следующий эксперимент. Мы включили свет, просто потому что мы уже тестировали эту малышку розовую. Вот, это Polaroid, и у нас все были кадры такие черненькие достаточно. Поэтому мы включили свет. Я лично считаю, мобильник или камера, она может не захватить то, что может захватить пленка. Я верю больше в таком случае, что что-то может паранормальное проявиться более пленочным фотоаппаратом, либо таким же, как из серии Polaroid, который выстреливает кадром сразу же. Суть эксперимента. Мы сейчас сделаем несколько кадров в разных локациях, оставим кадры, чтобы они проявились, и потом как раз-таки запишем реакцию на то, какие кадры получились, и будет ли что-то паранормальное на них. Ну и по сути то, что свет горит, я думаю, это все равно, я думаю... Будь здоров. Ты прав. Я думаю, того, кого мы хотим запечатлеть, он и может и при свете дня, и при свете света, и в темноте. Да, потому что в интернете вы можете прямо сейчас даже поставить ролик на паузу, зайти в интернет и написать
на пленочной фотографии. Вы сами убедитесь, что там неважно, темнота, свет, что угодно. Дабл трабл. Белая дама, если ты нас слышишь, мы хотим сделать фотографию и хотим запечатлеть тебя. Пожалуйста, откликнись и встань, пожалуйста, вот в середине этой комнаты. Кадр как бы выглядит вот так, он еще ничего не проявлен, вот, поэтому мы его относим в нашу темницу, где будет проявляться кадр. Пойдем дальше. Пошли дальше, да. Если здесь кто-то нас слышит, мы хотим запечатлеть тебя. Пожалуйста, проявись. Или встань рядом прям со мной. Да, Сделаем можно даже приобнять. Сделаем фотку. А мы идем дальше. Белая дама, если ты в этой комнате, то, пожалуйста, встань у платья. Мы попытаемся тебя сфотографировать. Я думаю, это будет отличная, красивая фотка. Если здесь кто-то есть, то, пожалуйста, сядьте рядом с моим другом, и мы сделаем красивую фотографию. Так мы узнаем, что мы здесь не одни. Ну что, мы вернулись в белую комнату, и мы решили попробовать эксперимент с картами. В принципе, что для этого нужно? Карты, которые никогда не использовались для игр. Они никогда не использовались для игр. Зачитаю правила. Зажигают свечу в темной комнате, чертят защитный круг. Защитный круг мы будем делать из свечек, вот. Потом тасуют карты, мысленно думая о духе, с которым собираются разговаривать. Затем достают карту. Если она красного цвета, то дух согласен общаться. Если черного, то нет. После получения согласия духа начинают выкладывать карты рубашкой вверх, одновременно задавая вопросы и переворачивая карту. Ответ определяется по масти. Пики означают нет, черви да, крести не знаю, буби возможно. Посмотрим, что из этого выйдет. Попытка не пытка, как говорится, и может так мы узнаем какие-то ответы. Так, ну что, ребят, мы, в принципе, начинаем. Теперь я тасую карты, и мы думаем о духе, с которым хотим войти в контакт. Поэтому молчание чуть-чуть. Белая дама, ты хочешь с нами поговорить? Да. Белая дама, у тебя была неразделенная любовь? Возможно. Белая дама, когда мы ходили здесь по комнатам и пытались войти в контакт, ты была все это время с нами? Да. Да. Камера все видит. Белая дама, ты сейчас с нами в комнате? Возможно. Белая дама, ты знала Миллера, который здесь был смотрителем? Нет. Белая дама, в этом поместье происходило что-то ужасное? Она не знает. Не знает. Белая дама, ты любила своего мужа? Нет. Ну, кстати, сейчас все, грубо говоря, сходится. Может, он все-таки ее любил сам, а она его нет? Белая дама, здесь есть кто-то помимо тебя в этом поместье? Нет. Двойное подтверждение. Здесь кто-то в этом поместье есть помимо тебя? Возможно. Не, ну ты сказал есть, возможно. Белая дама, если ты здесь с нами, я сейчас выйду, поставлю на паузу и запущу запись заново и войду в круг, чтобы с тобой продолжить беседу. Давай опять же чуть-чуть подумаем о белой даме и заново я задам вопросы. Вот. Белая дама, ты хочешь с нами поговорить? Ну все, ГГшка, бро. Она расстроилась. Давай теперь ты. Думаем тогда о белой даме. Ты Да. мешай карты. Белая дама, ты желаешь с нами поговорить? Пум-пум-пум-пум. Давай попробуем с кем другим поговорить.
Барон фон Хан, желаешь ли ты с нами поговорить? Не знаю. Должна быть либо да, либо нет. Не знаю, не может быть такого. Это надо, значит, тогда следующую карту тянуть. Барон фон Хан, желаешь ли ты с нами разговаривать? Барон фон Хан, желаешь ли ты с нами разговаривать? Почему? Тогда мы думаем о ком? Я бы еще раз о белой даме подумал. Давай. Белая дама, ты желаешь с нами поговорить? Еще раз. Белая дама, ты желаешь с нами поговорить? Угу. Еще раз. Белая дама, ты хочешь с нами поговорить? Белая дама 3 раза ответила нет. Я предлагаю Миллер. попробовать Миллера последний разок. Тогда думаем о Миллере. Уважаемый смотритель Миллер, ты хочешь с нами поговорить? Миллер, смотритель этого поместья, ты желаешь с нами поговорить? С большим уважением, смотритель поместья Миллер, ты хочешь с нами поговорить? Ну это уже Бог любит троицу. Ну, типа, практически выпадает все, кроме ответа «да». Миллер, ты хочешь с нами поговорить? Ну, это Unreal. С большим уважением, смотритель этого поместья Миллер, ты хочешь с нами поговорить? Ну это уже, если честно, очень как-то странно. Это очень странно. Миллер, ты желаешь с нами поговорить? Как минимум это очень странно и... Это уже То есть, 5-й раз. Если посмотреть, посмотрите, для того, чтобы прошло нет, мы выложили 5 карт. И причем из этих 4 карт это возможно. Я даю последний шанс. Попробуем белую даму. Последний раз. Белая дама, ты желаешь с нами поговорить? Ну все, я точно уверен, что это конечная. Это уже не важно, у меня карты, либо у тебя. Это возможно, надо было тогда первый раз, когда мы вошли, и продолжить. А может, мы резко как-то оборвали, ты вышел из круга, и может быть по каким-то теориям, типа, так нельзя было делать. Да, но, ребят, вы должны понимать, что мы в любом случае хотели сохранить этот материал, потому что дабы, окей, мы бы сейчас провели тут нереальную беседу, и ничего не записалось, кому это было бы нужно, Да. с одной стороны. Так, ну вот, ребят, мы выложили. Мы их вообще не видели. Доверьтесь нам, это правда. О, Ну, кстати, прикольная фотка. ну да. Прикольная фотка, но Ну. ничего странного. Да, ничего странного нет. Воу, прикольная, кстати, тоже. Ну да, и тоже ничего такого не наблюдается. Нет. Это я себя сфоткал? В зеркале, да? Да. Ну нет. Нет, ничего нету там. Ой, темно. кстати, здесь такая зелененькая. Нет. В общем, ребят, мы на этот вечер приготовили 3 просто сумасшедших эксперимента. И сейчас мы будем с помощью этого мешка разыгрывать, кто что будет делать, кто куда пойдет. Тут 3 бумажки. Первый эксперимент — это привязывание человека к стулу. То есть он будет просто привязан, и он должен будет сидеть с EMF и общаться, сам не знаете с кем. Второй эксперимент — это сесть напротив зеркала со свечой. Также попытаться как-то войти в контакт, потому что, как говорят, зеркало — это порталы. Ну и третий эксперимент — это где-нибудь засесть, завязать глаза и, ну, наверное, тоже с прибором, скорее всего, да? Ну да. И попробовать поговорить. И я думаю, каждому из этих экспериментов мы дадим по 10 минут. Да. То есть мы будем ставить таймер. 1, 2, 3. Ну окей. Крис тянет первый. Ладно. Так. Давай, показывай.
зеркало. Ну я не удивлен. Блин, хорошо, что я не был первый. Короче, Крис вообще на самом деле, ну может быть мы наравне в принципе не хотели, но может быть чуть-чуть Крис больше не хотел это задание. Вообще мы оба больше всего не хотели это задание. Все. Давай. В принципе, уже более такое лайтовенькое есть. Ну, понятно. Сможешь смотреть. Ну, кстати, это тоже такой экспериментик. Ну, кстати, я не знаю, мне кажется, что зеркало с глазами, в принципе, у меня примерно на одном уровне стояло. Ну что, Да. пожелайте нам удачи. Пожелайте нам удачи. Ну что, ребят, вот мой эксперимент. REM-под в проходе. Попробуем связаться через зеркало. Если меня кто-то слышит, я совсем один, и я сижу перед зеркалом, и может быть кто-то сейчас себя проявит. Я хочу тебя видеть. Я это сказал, у меня такие мурашки прошли по телу. Мать, а говорят, когда мурашки по телу идут, значит кто-то тебя касается. Но я пока что не чувствовал, что меня кто-то касается. И все, я начинаю волноваться. Здесь кто-нибудь есть? Белая дама. Белая дама, приди. Если здесь кто-нибудь есть, издайте какой-нибудь звук. Может быть, шаг, стук, скрип. Тогда я пойму, что здесь кто-нибудь есть. У меня завязаны глаза, я ничего не вижу. Я могу определить звуками. Или же вы можете подойти поближе к прибору, что на камере будет видно, что вы здесь со мной. Может быть, как-то я это пойму. Это очень страшно. Это реально очень страшно. Белая дама, если ты меня слышишь, издай какой-нибудь звук. Подойди поближе к прибору. Зажги лампочку, если ты здесь. Мне кажется, если смотреть долго в одну точку, то начнет что-то мерещиться. Но тупо сидеть и молчать тоже не вариант. Может быть, здесь есть кто-нибудь, кроме белой дамы? Любой. Я приглашаю кого угодно. Около входа стоит REM-под. Можете пройти мимо него или докоснуться до антенки. Так, я пойму, что здесь кто-то есть. Говорят, здесь слышали шаги. Пройдитесь по коридору. Так я пойму, что вы здесь. Мне кажется, это самые долгие 10 минут в моей жизни. Мне уже начинает мерещиться что-то. Это тишина настолько тихая, что начинает казаться, что какие-то звуки в коридоре сзади меня. У вас есть последняя возможность вступить в контакт. Дайте себе знать. Чуть-чуть была. Чуть-чуть была. Подожди, у меня как будто кто-то
Я не знаю, но это, кстати, может быть на рефлексах, я допускаю такую возможность, но как будто такое чувство, что мне кто-то вот пальцем по ноге провел. Но я не знаю, на самом деле это очень можно списать на какое-то чувство, что, знаете, когда мурашки идут по телу, но это было что-то непонятное. Это... На картине, которая слева комната от меня, нарисован барон и белая дама. Это правда? Вы можете издать какой-нибудь звук, тогда я пойму, что это правда. Если в поместье происходило что-то ужасное, то издайте, пожалуйста, какой-нибудь звук. Вот на самом деле, даже в этом эксперименте, по факту, что может быть самое страшное, это если тебя кто-то коснется, или ты услышишь звук. Но когда ты не слышишь ничего вообще, кроме своего голоса, то это еще больше напрягает. Ну, то есть ты как будто в бездне какой-то черной, в черной бездне находишься. Ты как будто сошел с ума, ну реально. Вы можете показать себя. Проявиться в проходе. Можете меня потрогать. Не, я просто сейчас сосредоточился просто в одну точку пару секунд, и в коридоре начало мерещиться уже что-то. Какие-то тени непонятные. Издайте звук! Задуньте свечу передо мной. Что угодно. Закройте эту дверь. Что это? Что это за... Это свеча? Это не свеча, что это? Я просто левым глазом увидел, как будто... Мне кажется, это скорее всего что-то перед ледом пролетело, может пылинка. Какая-то тень была, но или опять померещилась, очень странная херня была. Или это вообще моя тень? Нет, скорее всего, это моя тень. Фух. Ну что, ребят, вот и все. Сезон подошел к концу. Спасибо огромное каждому, кто его досмотрел. И на самом деле, если так честно, сейчас у нас март 2024 года, а начали мы снимать сезон в апреле 2023 года. Все эти 6 выпусков, мы их снимали целый год, вы представляете? Как это долго было, сколько нервов, сколько съемок, сколько... Тут даже словами не описать, как долго мы вообще все это снимали, монтировали. Нам именно такого формата выпуски нравится снимать намного больше, чем то, что мы снимали до этого. И я очень сильно, и думаю, и Неки тоже, мы очень сильно надеемся, что именно такой формат и такой контент вам нравится больше. Практически никаких звуков, ничего. Опять же, можно говорить то, что неправильное время, неправильное место. Ну, не знаю, мне кажется, за все эти 6 выпусков я понял, если что-то есть, то есть если кто-то обитает в этом месте, то они должны быть там всегда. Мне кажется, нет такого, то, что есть какое-то определенное время, день и так далее. Поэтому, если быть честными, то, мне кажется, здесь никого нет. Наверное, явной какой-то активности не наблюдалось, чтобы точно сказать, что здесь что-то есть. Не знаю, мне почему-то кажется, что все равно, возможно, не влияет день, не влияет время, возможно, даже влияют люди, которые как раз-таки разговаривают с чем-то потусторонним. То есть серии, возможно, в этом месте, не знаю, нас не хотят, с нами не хотят разговаривать. Мне кажется, что в этом тоже есть какая-то своя доля правды. Мы в любом случае это не можем точно сказать. То есть у каждого есть свое мнение на этот счет. Но сегодня мы точно не ощутили... то, что мы хотели. Да. Ну и в первую очередь надо поблагодарить VETSLNS за то, что нас впустили. Обязательно, если вы хотите выйти замуж или жениться,
вы можете это сделать все именно здесь. Поэтому переходите по ссылке в описании. Обязательно приезжайте, если вы здесь где-то будете неподалеку. И в Excellence огромный респект за то, что впустили и дали нам возможность снять такой крутой выпуск для вас. Ребята, это 100% не конец, это был только первый сезон, еще будет и второй, и третий, и четвертый, и не только в Латвии, но и в других странах, поэтому обязательно следите за нами, потому что ждет столько много всего крутого, вы не должны этого пропустить. Огромное спасибо всем вам, кто был на протяжении всех этих 6 выпусков. Ставьте лайк. Подписка на канал. Всем Пока!